Всем добрый день! Сегодня поговорим об Эрике Клэптоне. Это не просто гитарист, а целая легенда. Он начинал свой путь в таких группах, как The Yardbirds и Cream, а потом стал и суперзвездой как сольный исполнитель. Его песни до сих пор звучат на всех углах. Безответная любовь, наркомания, алкоголизм, потери близких людей – все это напрямую отражалось в его творчестве. Это ж такой музыкант, что его имя знают все, кто хоть раз взял в руки гитару. Родился наш герой в 45 году в Рипли, в графстве Суррей, в Англии. Мамаше его, Патрисии Молли Клэптон, было всего-то 16 лет, когда он появился на свет. А папаша, Эдвард Уолтер Фрайер, был канадским солдатом, служившим в Великобритании во время Второй мировой войны. Как только узнал о будущем отцовстве, этот Фрайер дёру дал обратно в Канаду, где уже и так имел семью. Молодая мамаша Патрисия одна с ребенком не справилась, так что воспитанием Эрика занялись ее мама с отчимом, Роуз и Джек Клар. Сам Эрик думал, что эти люди его настоящие родители, а его биологическая мать – старшая сестра. Фамилию свою он получил от дедушки, отца Патрисии, Реджинальда Сесила Клэптона. И когда Эрику исполнилось около 8 лет, он узнал правду. Те, кого он считал своими родителями, были на самом деле его бабушка с дедушкой, а сестра – его настоящая мама. Вот такая вот семейная история. Как он сам вспоминал, дядя Эдриан иногда подшучивал надо мной, называя меня маленьким ублюдком. Оказалось, что он не шутил. После этого открытия характер парня изменился. Из веселого и успешного ученика он превратился в замкнутого и молчаливого мальчишку. Ну а с важным экзаменом в 11 лет, который определял дальнейшее обучение, Эрик провалился. Но зато у него отлично получалось рисовать, поэтому в 13 лет он поступил в художественный класс школы Холлифилд Роуд. Тогда-то все и началось. И музыка взяла верх над всем остальным, а гитара стала его второй половинкой. На свой 13-й день рождения Клэптон попросил уже собственную гитару. Ему досталась дешевая немецкая Хоер, но играть на ней оказалось больно и сложно. Стальные струны не давали покоя его пальцам, так что он временно отложил ее в сторону. А вот когда ему исполнилось 16, он поступил в художественный колледж в Кингстоне на годичный испытательный срок. Там-то он и окунулся с головой в мир музыки, ведь вокруг были ребята с такими же музыкальными вкусами, как и у него самого. В том же Кингстоне Эрик открыл для себя еще одну важную вещь в жизни – выпивку. Он вспоминает: «Первый раз я напился в 16 лет, проснулся в лесу, весь в блевотине и без денег. Но знаете что? Я не мог дождаться, чтобы повторить это снова. И через год его выгнали из школы. Как он вспоминал, его вышвырнули через год, потому что он ничего не делал. Он все время либо в пабе пропадал, либо играл на гитаре. И после этого, в 1963 году, он начал жить в Западном Лондоне, пытаясь пробиться в музыкальную индустрию как гитарист. Сначала он присоединился к группе The Roosters, но они распались через несколько месяцев. Потом был короткий период Casey Jones and the Engineers, но и там он задержался недолго. Чтобы свести концы с концами, пока музыка не приносила дохода, он работал рабочим на стройке. Но вскоре ему предложили место в группе The Yardbirds, и с ними он записал свои первые коммерческие хиты. Однако их поп-ориентированный звук быстро надоел Эрику, и в 65-м он покинул группу. А те, кто заменил его, а это были Джимми Пейдж и Джефф Бек, тоже стали легендами гитарного искусства.
Позже, в том же году, Клэптон присоединился к группе Джона Майла, и с ними они записали альбом, который сделал его имя известным среди великих гитаристов той эпохи. Этот диск считается одним из лучших блюзовых альбомов всех времен. Его игра на этом альбоме принесла ему прозвище «Гад», и такое граффити появилось на стене лондонской станции метро. Несмотря на успех, Клэптон вскоре покинул Джона Майла, а спустя несколько месяцев он создал трио Крим вместе с басистом Джеком Брюсом и барабанщиком Джинджером Бейкером. Про них у меня есть отдельный ролик на канале, поэтому не стану здесь долго на них останавливаться. Вкратце можно сказать, что благодаря 3 успешным альбомам, а также многочисленным гастролям по США, Крим стали международными суперзвездами. Но и эта группа распалась после 2 последних концертов в лондонском Королевском Альберт-Холле. Причина была в столкновении характеров участников. Первый сольный хит нашего героя был, по сути, не его. Сочинил песню Джей Джей Кейл, музыкант талантливый, но совершенно не умеющий себя продавать. Композиция «После полуночи» долгое время существовала в виде инструментала, пока на одном из концертов кто-то не выкрикнул «Let it all hang out», что можно перевести как «Оттянемся на всю катушку». С этой строчки и начался рассказ про веселое ночное бордальеро. Кейл выпустил песню еще в 1966 году на обратной стороне сингла Slow Motion, но, как вы уже догадались, ни одна из песен успеха не имела. Не знал в то время о Кейле и Эрик Клэптон. Его карьера как раз на всех парах перла вверх. Он играл в супертрио Крим, а поклонники прямо называли его богом. Но скромный Эрик быстро устал как от ненормальной славы, так и от своих эгоцентричных партнеров по группе. Поэтому в конце 60-х он решился начать сольную карьеру. Не без помощи друзей, разумеется. Например, большую часть своего дебютного альбома сочинил он на пару с братьями Делани и Бонни Бремлеттами. Собственно, Бремлетты и познакомили Эрика с творчеством Джей Джей Кейла. И услышав его песню, Клэптон понял, что в ней есть все, что ему нужно. Немного кантри, немного блюза и немного рока. Он быстро довел песню до хитового состояния, значительно ускорил темп, добавил задорный девичий бэк-вокал, ну и привычно отжег на гитаре. Сингл с песней попал на 18 место чартов США и буквально спас карьеру Джей Джей Кейла. Автор песни вспоминал, что, услышав версию Клэптона по радио, он от радости съехал на обочину дороги. 33-летний музыкант, которому порой не хватало на еду, был счастлив заработать немного денег. К творчеству Кейла Клэптон будет обращаться еще не раз. Кроме того, оба гитариста сдружились, а в 2008 даже записали совместный альбом, за который отхватили Грэмми. После того, как Крим распались, Клэптон создал еще одну группу – Blind Fate. Но и эта история быстро закончилась. Один альбом и неудачный тур по Америке и все. Потом в 70-м он организовал еще одну группу и записал один из самых важных альбомов в истории рока. Этот альбом был посвящен его безответной любви. В то время Клэптон буквально сходил с ума по девушке по имени Патти Бойд. Ситуация отягчалась тем, что Патти была замужем, и не за кем-нибудь, а за самим Джорджем Харрисоном.
Изнывая от такого любовного треугольника и начитавшись поэмой «Низами» о трагической любви Лейлы и Минджуна, Клэптон сочиняет этот неувядающий хит. Альбом получил высокие оценки критиков, но провалился коммерчески. И после этого Эрик ушел в глубокую депрессию и на 3 года погрузился в героиновую зависимость. Но он выкарабкался и справился с этой пагубной привязанностью. Его друг Пит Таунсенд из The Who организовал 2 концерта в лондонском театре Rainbow, где Клэптон снова вернулся на музыкальную сцену. И позже, в том же году, он выпустил альбом, который включал одну из его самых популярных песен – кавер на «I Shot the Sheriff» Боба Марли. Отчасти это заслуга все того же Джей Джей Кейла, который познакомил Клэптона с Бобом Марли. Клэптон вспоминал, что при встрече с автором пытался выяснить, о чем же поется в песне со словами «Я стрелял в шерифа, но не убивал его помощника». Однако так и не смог понять большую часть его ответа. Тех, кто хочет понять, о чем же эта песня, отсылаю к моему ролику про Боба Марли. За несколько последующих лет Эрик записал множество замечательных альбомов, где было множество хитов. К примеру, очередной кавер на песню Джей Джей Кейла под названием «Кокаин». С темой наркотиков гитарист был знаком лично и плотно. Лишь в 1974-м Эрик смог избавиться от привязанности к героину, однако это не помешало ему чуть позже заполнить пустую нишу кокаином и бухлом, что по сравнению с героином казалось меньшим из зол. И предвидя нехорошие вопросы, Клэптон постоянно заявлял, что на самом деле песня Кейла антинаркотическая, просто протест в ней не прямой, а завуалированный, ведь поется о кокаине с явной иронией. Во второй половине 70-х любовный треугольник наконец-то разогнулся. Патти Бойд все-таки ушла от Харрисона к Клэптону. И последний был на 7-м небе от счастья. Как результат, вместо неудовлетворительного вопля в Лейле мы получили нежную и красивую композицию под названием «Чудесный вечер». Дата ее написания известна точно – 7 сентября 1976 года. В тот день пара собиралась посетить вечеринку в честь дня рождения Бадди Холли, которую ежегодно устраивала чета Пола и Линды Маккартни. Как положено женщине, Патти чрезвычайно долго прихорашивалась и постоянно примеряла новые наряды. Когда наконец-то оделась, то была готова застать Клэптона в состоянии крайнего раздражения. Однако в ответ он лишь сказал «Послушай вот это» и сыграл только что написанную песню. А если вам нравится ролик, не забудьте подписаться и поставить лайк. Если хотите послушать музыку, заходите в мою группу ВКонтакте. Там я собираю все треки из роликов. А в своем телеграм-канале я делюсь впечатлениями при их создании. Все ролики я делаю самостоятельно в свободное время после работы на чистом энтузиазме. Поэтому, если вы считаете, что мой труд достоин поддержки, помочь мне вы можете через сервис Boosty. Также веду страницу на Яндекс.Дзене. Если пользуетесь им, буду рад видеть вас и там. Все ссылки оставил в описании под видео. Ну а самым успешным хитом Клэптона начала 80-х стала энергичная композиция под названием «Не могу этого терпеть», где герой обвинял возлюбленную в том, что она его обманывает и дурачит. Ну а он, как понятно из названия, уже не может этого терпеть. Однако на самом деле, кого в то время и было невыносимо терпеть, так это самого Клэптона, допившегося уже до чертиков и прободной язвы. Лишь после того, как гитарист чуть было не загнулся, он решился на реабилитацию.
От алкоголизма Эрик вылечился. А вот его отношения с Патти вконец расстроились. Семейные проблемы тут же отразились на настроении альбома 1985 года. Он получился подавленным и грустным. Это сильно не понравилось руководству лейбла Warner Bros. И выпуск альбома решили попридержать, а сонграйтеру Джерри Уильямсу дали задание сочинить несколько более оптимистичных и коммерчески привлекательных песен. Одна из них под названием «Мужчина навсегда» стала ведущим синглом и первой песней Клэптона, на которой был снят официальный клип. И если герой песни клялся своей женщине в вечной верности, то сам Клэптон уже давно погряз в супружеских изменах. В 1988 году в истории страстной любви Эрика Клэптона и Патти Бойд была поставлена точка. Пара официально развелась. К тому времени у Эрика уже было несколько романов на стороне и 2 внебрачных ребенка. Дочь Рут от своей помощницы и сын Конор от итальянской модели Лори Дель Санто. Хотя Лори и Эрик стали жить вместе, музыкант долго не мог свыкнуться со своей отцовской ролью. Настоящую внутреннюю связь с сыном Клэптон ощутил лишь 19 марта 1991 года. В тот день он провел вместе с ним целый день, посетив цирк и другие достопримечательности Нью-Йорка. А на следующий день случилась страшная трагедия. Оставшись в нью-йоркской квартире со своей няней, Конор начал играть в прятки и случайно выпал из окна, которое забыл запереть мойщик. Шансов у мальчика не было. Он упал с 53-го этажа на крышу соседнего 4-этажного здания. Гибель сына, которого он только что по-настоящему обрел, произвела на Клэптона такой шок, что он неделю не мог прикоснуться к любимому инструменту. Выйти из ступора музыканту помогла работа над саундтреком к фильму «Кайф», посвященному проблеме наркомании. Весь материал Эрик сочинял на пару с другим композитором, знаменитым Уиллом Дженнингсом, тем самым, что написал «Up Where We Belong» для кинофильма «Офицеры и джентльмены» и напишет еще «My Heart Will Go On» для кинофильма «Титаник». По словам Дженнингса, они уже завершили работу над саундтреком, когда Клэптон увидел в фильме еще одно место для песни. «Я хочу написать о своем мальчике», — произнес гитарист и наиграл мелодию и первый куплет того, что станет песней под названием «Слезы в небесах». Остальные слова Эрик попросил дописать Дженнингса, чем изрядно того озадачил. В моем творчестве это был уникальный опыт, ведь это такая личная и грустная песня. Тогда же была написана и другая трогательная песня «Глаза моего отца». Она тоже была вдохновлена Конором, но ее корни уходили в детство самого Клэптона. Однажды, взглянув на Конора, он неожиданно ощутил, что сквозь лицо этого мальчика на него смотрят глаза его отца. Об этой непрерывной связи поколений и была эта песня. Правда, ей пришлось ждать своего студийного воплощения целых 7 лет. По признанию Клэптона, он долго считал выпуск песни неуместным и ждал альбома, в котором она бы выглядела органично. Таким альбомом стал выпущенный в 1998 году «Pilgrim». Но и на него эта песня смогла попасть лишь после того, как пережила 5 воплощений. Клэптону все время казалось, что песня звучит не так, как надо. То чересчур быстро, то чересчур грустно, то чересчур весело. В 1994 году Эрик Клэптон вернулся к своим блюзовым корням с выпуском альбома «From the Cradle». Этот диск был его данью уважения музыкальным героям, ведь там были каверы на классические блюзовые композиции. В
В 1998 он основал реабилитационный центр для нарко- и алкозависимых, а в 2000 он снова окунулся в блюз, записав совместный альбом с легендарным американским блюзменом Би Кингом. Альбом вышел в июне и уже через 3 недели получил золотой статус. Ну и в начале нулевых тень былой трагедии наконец покинула сердце Эрика, и в 2002 он женился на Мелли МакКеннери, и у них родилось 3 дочек. После этого Клэптон сразу же приступил к работе над следующим сольным проектом. Результатом стал альбом Reptile, а в конце 2002 он начинает записывать новый студийный альбом, и работа продолжалась все лето 2003. Материалов набралось даже на 2 альбома. Помимо новых сольных песен, Эрик записал каверы на композиции Роберта Джонсона. И эти песни собрали вместе, и в марте 2004 года вышел альбом, как настоящая дань уважения великому блюзовому мастеру Роберту Джонсону. А потом случилось событие, которого фанаты ждали десятилетия. В мае 2005 года Клэптон, Джинджер Бейкер и Джек Брюс воссоединили Крим для 4 концертов в лондонском Королевском Альберт-Холле. Их прощальное шоу состоялось именно в этом месте 37 лет назад, в ноябре 1968-го. В сентябре 2009 Эрик выпустил свой 19-й студийный альбом, просто названный Клэптон. Но композиция Run Back to Your Side с этого диска была номинирована на Грэмми в категории «Лучшее рок-исполнение соло». Позже последовали еще несколько сольных работ, и также он записал живой альбом в дуэте с джазовым гигантом Уинтоном Марсалисом и выпустил коллекцию песен в рамках проекта «Эрик Клэптон и друзья», посвященную наследию Джей Джей Кейла. Если говорить про сессионную карьеру Клэптона, то тут вообще отдельная история. Он поучаствовал более чем в 200 записях и живых выступлениях у многих артистов. Первая его гостевая запись состоялась еще в мае 1964 года с Отисом Спаном. Но самая знаменитая, конечно же, это когда он добавил свою гитарную партию в композицию Джорджа Харрисона «While My Guitar Gently Weeps» в сентябре 1968-го. Клэптона можно также услышать на записях Гарри Брукера, Боба Дилана, Боба Гелдофа, Элтона Джона, Роджера Уотерса и еще дюжины других музыкантов. Когда Эрику исполнилось 70, он все еще гастролировал и даже устроил серию юбилейных концертов в Мэдисон Сквер Гарден и Королевском Альберт-Холле. Что касается наград, то их у Эрика столько, что голова просто идет кругом. На его счету аж 18 Грэмми. Он единственный, кто трижды введен в зал славы рок-н-ролла, как участник The Yardbirds, как участник Cream и как сольный исполнитель. Также он внесен в зал славы авторов песен. А в 1994 году королева Елизавета II наградила его орденом Британской империи за вклад в британскую жизнь. И спустя 10 лет она повысила его статус до командора ордена Британской империи. К сожалению, никто не вечен. В 2016-м артист признался, что страдает от периферической невропатии и часто испытывает сильные боли во время выступлений. В апреле 17-го папарацци даже сделали несколько фото звезды в инвалидном кресле в аэропорту Лос-Анджелеса, куда он прибыл в сопровождении 3 дочерей и персонала, чтобы пройти медицинское обследование. В начале 18-го он признался, что страдает от шума в ушах.
тиннитуса, вызванного потерей слуха из-за постоянных концертов. Но Эрик не сдался. В 21-м он вернулся на сцену с 8 концертами на юге США, а в 22-м объявил о совместных выступлениях с Джимми Воганом. А вскоре он присоединился и к звездному составу на трибьюте Джеффу Беку в королевском Альберт-Холле. Вот такой он, Эрик Клэптон.